Вот то, что вы сейчас видите, это остров Кулебра. И его самая южная сторона. Вот там, за этим мыском, вдали большой остров Пуэрто-Рико, куда мы и направляемся. Ветер там 20-25. Мы пойдем вниз по ветру. Красиво, как никогда. И поскольку Элла со мной, она еще и поснимает. Вот маленький некомфортный участок, который нам предстоит, это вот только здесь. Выход из этого залива. Ну, я этот маршрут проделал уже неоднократно. Правда, не в 20 узлов. Помаши лапкой, скажи что-нибудь. Всем желаю мира и любви. Мира и любви, прекрасное пожелание. Или нравится яхта. И это хорошо. На Пуэрто-Рико я направляюсь в Сейф-Харбор, Пуэрто-дель-Рей-Марина. Но поскольку это прям ветер дует вот так, план наш такой. Где-то здесь джайп и подняться прямо в Марину. То есть мы пойдем практически до острова Вьехас. Ну, где-то до сюда примерно. Я поставил превентер, как, в общем-то, и предписывает разум и здравый смысл. Вот. Я теперь знаю, как это правильно называется, это устройство. Low Friction Ring. Кольцо низкого трения. А передавали, что ветер будет что-то 15. А он взял и стал 25. Но это не помеха. Я открыл полный грот. И курс теперь к ветру 160 ровно. True wind. Моя задача как капитана сильно усложнилась. Теперь мне надо следить не только за ветром, за парусами, но и за Эллой, чтобы ее не смыло. А загорать в спасательном жилете я ее уговорить не смог. Все, до свидания, Кулебра. Какое красивое синее море. Вау, какой цвет у него. Смотрю я на эти волны и думаю, как же мне перейти-то на Гренаду с Пуэрто-Рико-то. Надо ждать спокойную погоду. Подняться, наверное, скажем, до Сент-Томаса и уже потом на Гренаду. Вот хороший план. Вьехас-то совсем рядом стал. А самого Пуэрто-Рико пока не видно. Вот там вдали где-то. Поворот сделан. Тут интересная вещь выяснилась, что вот эта вся зона, это, как у них написано, Viejas Passage and
Ammunition Handling Area. Сплошные мины тут вот все затоплены. Нельзя ни на якорь стоять, а лучше и даже и не приближаться. Показался Пуэрто-Рико. Пока тут дело сгорало, я изучал немножечко про Пуэрто-Рико. Удивительную вещь обнаружил, что Колумб назвал остров Сан-Хуан, а город Пуэрто-Рико. Но возникла путаница, и она продолжалась лет 300. И официально остров стал называться Пуэрто-Рико 1800 какой-то там 90-й год. А еще я выяснил, что в судьбе острова огромное решающее влияние, огромное влияние оказал джентльмен по имени Хосе Понсе де Леон, который прибыл на остров вместе с второй экспедицией Колумба 1493 год. Трижды был губернатором Пуэрто-Рико. Еще он знаменит тем, что, по-моему, в 1514 или 1517 году отправился путешествовать и открыл Флориду. И он даже назвал ее Ла Флорида, что переводится как «Земля цветов». Сей благородный джентльмен погиб от руки острелы индейца где-то у Южной Каролины. И от ран скончался на Кубе. Ужас. И при этом ему тогда было лет 30 небольших. А ростом был 1,49 м. Хоронен на острове в одной из часовен. Очень много историй в этом регионе. Еще я выяснил другой любопытный факт, что остров перешел во владение юрисдикцию Соединенных Штатов Америки в результате Испанско-Американской войны, которая длилась всего 10 месяцев, 1892, по-моему, с апреля по декабрь. И после подписания Парижского соглашения такие острова, как Пуэрто-Рико, Куба, Гуам, Филиппины, в общем, все колонии Испании ушли к Америке. Жители Пуэрто-Рико стали гражданами Америки в 1917 год. Но возможности голосовать у них нет, в выборах они не участвуют. Пуэрто-Рико не является штатом, это как бы Commonwealth. Но если вы живете здесь, на Пуэрто-Рико, вы не платите федеральный налог Америки. Вы просто платите флэт 10,5% такс. То есть такие доходы, как дивиденды по акциям, capital gain, investment income и все прочее, не облагается федеральным налогом, только 10%. Пуэрто-Рико знаменита своей кухней. Пуэрто-Рико — родина напитка пина-колада. Представляешь, куда мы идем? С историческим местом. Финальные 3 мили.
полный успех. Марина Сейф Харбор, Пуэрто-дель-Рей. Она просто огромная. У нас 12-й понтон. И она уходит туда в бесконечность. Да. И много прикольных корабликов здесь. Ну ладно, на этой радостной ноте я заканчиваю, потому что мы с Эллой едем в старый город Сан-Хуан. И там нас ждет прекрасный ужин.